Погожий день начинался для Ильи Киселева с обычной рутиной. Утренняя чашка кофе, просмотр новостей и напоминание себе. Как он ловко обманул своих партнеров. В тот день он находился на вершине мира, ощущая себя непобедимым. Его бронированный внедорожник сверкал на солнце, отражая величие его собственных амбиций. Он мчался по старому мосту, уклоняясь от мыслей о предупреждениях о его плохом состоянии. Зачем беспокоиться, когда твоя жизнь полна удач и побед? Всего пару дней назад Илья подписал крупный контракт, при этом обманув своих партнеров, представив себя конфиденциальным экспертом. Он гордился своей ловкостью, и эта власть над окружающими придавала ему уверенности. Каждое его движение было полным достоинства. Но внезапно, когда он повернул на повороте, колеса внедорожника скользнули на мокром асфальте, и сердце Ильи замерло. Поездка, которая казалась ему уверенной, теперь дала трещину. Мост как бы предательски затрепетал. Перед ним открылась черная пропасть. Машина пролетела мимо ограждения, и в тот момент, когда она начала падать, мелькнули все мысли о величии, достигнутом с помощью лжи. С каждым мгновением сила тяжести притягивала внедорожник вниз, а Илья почувствовал, как его победный дух заменяется страхом. Он вцепился в рулевое колесо, но это не остановило их падение, и в этот момент все его достижения, казалось, обернулись против него. Глухой удар остановил его. Вода, безжалостная и холодная, заполнила салон. Мерцание света за стеклом медленно гасло, и каждый кислородный пузырь сжимал его грудь. Паника накрыла Илью, словно темный шторм. Он забился в угол машины, пытаясь вспомнить советы спасателей, которые слышал в детстве. Как выбраться? Как выжить? Но его разум был пуст, как и пузырь, который быстро наполнялся водой. Битва между инстинктом выживания и страхом была неравной. Он бился о стекло, руки были бессильны, а вода продолжала наступать. Прихлынувшая волна уносила мечты и надежды в бездну. Время стало тягучим, и каждый миг ощущался как вечность. Илья начал осознавать, что крах его жизни, основанный на манипуляциях и эгоизме, может произойти в любую секунду. Он обратился к своим истинным страхам – потерять все. И самое главное – себя. Этот момент стал для него судьбоносным. На берегу реки, когда его мир казался безнадежно затопленным, появилась женщина – знакомая, которую он однажды отверг. Она смотрела на него с безмерной решимостью в глазах. Ее волосы развивались на ветру, и, несмотря на бурные воды, она прыгнула в реку, стремительно плывя к нему, как будто на свете не существовало ничего более важного. Илья, выплывший на поверхность ото сна, смотрел на нее в недоумении. Почему она пришла? Зачем спасать того, кто когда-то оскорбил ее чувства? Ее смелость вызывала у него восхищение и одновременно чувство вины. Каждый ее грибок приближал ее к нему, несмотря на бурное течение и угрожающую опасность. Подплыв к нему, женщина подняла камень и силой разбила стекло внедорожника. В тот миг, когда вода хлынула внутрь, Илья почувствовал, что у него появился шанс. Вырвавшись на поверхность, он вместе с ней вышел на берег, окутанный холодом, но напоенный жизнью, словно вновь родившись. На берегу, где волны звучали как возврат к жизни, Илья осознал нечто важное. Он лежал на земле. Его грудь поднималась и опускалась, а она стояла рядом, всепроникающей поддержкой. Он смотрел на нее с благодарностью и, осознавая, что жизнь – это не документы и власть, а простые вещи, такие как то, что кто-то может прийти на помощь. Женщина, увидев его замешательство, помогла ему встать. Она не смеялась над ним, не упрекала, а просто подала руку. Их взгляды встретились, и он увидел в ее глазах доброту и сострадание, которых никогда не ждал. Эти чувства пробудили в нем что-то до этого незнакомое и, казалось, недостижимое. «Я спасла тебя, потому что ты человек», – произнесла она тихо и уверенно, и эти слова звучали в его ушах словно откровение. Теперь его мир казался одним большим холстом, готовым для новой картины, где направление и цели стали намного яснее. Илья вернулся в офис, но все казалось ему жалким, пустым и незначительным. Окружающие его стены больше не приносили уверенности, а лишь вызывали отвращение.
Его старые привычки и рутины казались болезненными. Он понимал, что его жизнь была построена на фальши, и теперь ему хотелось сделать что-то значимое. Вместо привычных дел, каждый день он исследовал новые районы города. Он стучался в двери, разговаривал с людьми, которые сталкивались с трудностями, и предлагал любую помощь. В процессе своих поисков он начал понимать, что многие из тех, с кем он общается, ведут свою битву, и цельной человеческой энергии, которая соединяет их, становилась явной. Стараясь найти ту женщину, что его спасла, он сам стал золотым сердцем для других, кого встречал. Он видел их улыбки, которые дарили ему надежду, и его собственная душа наполнялась желанием изменить мир. Вместе с людьми, которых он встречал, Илья создавал пространство для общения. Вместе, строя прочные связи. В поисках его спасительницы Илья наткнулся на старую церковь. Она была обшарпанной, но все еще величественной, словно хранила тайные истории. И тут он увидел ее, женщину, которая изменила его жизнь. Она сидела на ступеньках, окруженная группой бездомных с улыбкой на лице, рассказывая им о надежде и поддержке. Илья почувствовал прилив чувств, когда подошел к ней. Он предложил помощь, такие как еда или деньги, но она покачала головой. «Я не возьму твои деньги», – сказала она, и в ее голосе не было упрека, а лишь искренняя доброта. «Это не то, что тебе нужно. Я хочу, чтобы ты изменил себя». Ее слова застряли в его сознании, словно тихие, но настойчивые волны, разбивающиеся о берег. Он понимал, что она желала ему лучшего, и этот момент заставил его задуматься о своих истинных ценностях. Новая жизнь, словно нежный побег весеннего дерева, начала пробуждаться внутри Ильи. Он стал задумываться о своих действиях. Он осознал, что его прежние достижения ничего не стоили в сравнении с той крошечной искоркой, которую зажгла эта женщина. Решение изменить свои приоритеты пришло само собой. Он основал фонд помощи бездомным в стремлении изменить мир к лучшему и избавиться от внутренней пустоты. Прежде чем строить небоскребы из эго, он решил построить мосты из доброты и поддержки. Каждый день, чтобы сделать мир светлее для тех, кто нуждался, он шел навстречу людям, и каждый новый шаг казался все более осмысленным. Он чувствовал, как растет его связь с окружающим миром. Илья часто размышлял о женщине, которая его спасла. По пути он иногда замечал ее в толпе. Она всегда смотрела на него, и это было как светлый маяк доверия. Каждый ее кивок напоминал ему о том, как важно оставаться человеком. В один теплый вечер Илья сидел на скамейке в парке, глядя на закат. Его мысли блуждали в бескрайние дали. Что для него значит быть человеком? Он понимал, что не только избежал смерти в тот день, но и получил шанс на новую жизнь. В его душе медленно формировалось понятие счастья, которое он раньше не знал. Он обрел твердую уверенность, что на самом деле его спасла не вода, не случай, а та женщина, что имела доброе сердце и посмела прыгнуть в реку, чтобы его спасти. Она показала ему истинное значение жизни. Теперь его сердце продолжало биться не за достижение, а за возможность помогать другим, разделять любовь и сострадание. Илья Киселев не был больше тем, кем он был до аварии. Он стал человеком, который ценил настоящие вещи в жизни – помощь, дружбу и связь с другими людьми. Каждый день он искал способ улучшить мир вокруг себя, и его путь был полон света и смысла. В конце концов, он знал, что каждый день – это новый шанс стать лучше и сделать что-то значительное для других, а значит, в его жизни была надежда. Теперь, когда Илья смотрел на окружающий его мир, он не видел лишь абстрактные числа и факты, а видел жизни людей, которые пересекались с его собственным путем. Илья знал, что, стоя на этом новом этапе своей жизни, он сможет продолжать делиться своей энергией и вдохновением, превращая все слезы в улыбки и каждую преграду в новую возможность.